Андрей поморщился и набрал номер бывшей жены, с которой развелся полгода назад. «Даже голоса ее слышать не хочу», — думал он, — «а не то, что встречаться». «Алло, Ирина, это я». «Ну кто я? Андрей, конечно. Не узнала, что ли? Сегодня вечером заеду». «Что значит куда? К тебе, разумеется. Куда еще я могу заехать, если тебе звоню? Что значит зачем? Странные вопросы задаешь. Совсем одичала без меня. За вещами, конечно. Зачем же еще? На тебя, что ли, любоваться? Своими вещами. Какими еще-то? Корова. Когда думать-то начнешь? Вот именно. Теми самыми, которые я не забрал полгода назад. Дошло, наконец. Я понимаю, что ты забыла. Надеюсь, ты их не выкинула? С тебя станется. Говорю, станется с тебя. Почему раньше не приехал? Что? Почему только сейчас вспомнил? Потому что я на полгода уезжал. На вахту. Да, работал. Вчера вернулся. Что значит тебе сегодня неудобно? А алименты от меня удобно получать? Ну и что детям? А получаешь ты их. Ну вот и будь добра с пониманием относиться и к другим людям. Я говорю, думать надо не только о себе, Ирина, а и о других. Нет, детей видеть не хочу. Они сейчас где? В школе? Вот и замечательно, скоро приеду. Что? Жди, говорю, в течение часа буду. Андрей выключил телефон и сплюнул. Тьфу, глупая баба, подумал он, как таких только земля носит. И ведь ничего не меняется. Сколько времени уже прошло, а она все такая же. Ума как не было, так и нет. Правы те, кто говорит, что женщины не меняются. Хорошо, что у меня ума хватило уйти от нее. А так до сих пор мучился бы. Андрей вспомнил, как и почему уходил от Ирины, и ему стало еще противней. Жадная, ревнивая и самолюбивая, как все женщины, думал он, когда ехал в метро. Сколько времени с ней промучился, чего хотел? Неужели всерьез надеялся исправить ее? Ну просто 10 лет выкинутых из жизни. И что в результате? Алименты на двоих детей. И как после всего этого не ненавидеть эту женщину? Как? Ирина его не выгоняла. Он сам ушел, когда вдруг решил, что может найти кого-то и получше. «Хватит!» — кричал, когда уходил. «Думаешь, если столько лет вместе и двое детей, то я и всю оставшуюся жизнь должен с тобой мучиться? Не надейся. Ты себя в зеркало-то видела? Ну так посмотри, посмотри и подумай. Не о себе, так о детях, потому что ты виновата, что у них теперь не будет отца, а я найду свое место в жизни». Андрей много чего еще сказал тогда. Ирина просила его не уходить, убеждала остаться, обещала исправиться и стать хорошей женой. Но ее слова не убедили Андрея, и он ушел. А через какое-то время они развелись. И вскоре после развода Андрей стал зарабатывать на жизнь вахтовым методом. «Вот оно», — думал Андрей о своей новой жизни. «Счастье настоящее, мужское, ни тебе жены, ни тебе детей, съемная комната и абсолютная вседозволенность. Делай, что хочешь, когда хочешь приходи, когда хочешь уходи, гуляй с кем хочешь. Слова никто не скажет, свобода. А зарплата? Раньше-то, когда женат был, приходилось с женой делиться, а теперь алименты вычли, и все. Остальное мое. Живи и наслаждайся. Я ведь теперь и свое собственное жилье могу купить. Почему нет? В рассрочку. Пенсия у меня не скоро. Успею все выплатить. И вот через полгода, одинокий, но такой счастливый от жизни Андрей ехал в метро к своей бывшей за теми своими вещами, которые не забрал сразу. «Ладно, если бы еще вещи были ненужные», — думал он,
Но в том-то и дело, что это очень дорогие для меня вещи. Очень важные. Надо было, конечно, сразу их забрать. Тогда не пришлось бы сейчас ехать за ними. Но я был в таком состоянии, что просто забыл про них. А она, змея, даже не напомнила. Ведь наверняка видела, что я не все забрал, и промолчала. Наверное, через эти вещи хотела меня удержать. Женщины. Ну как после всего этого не думать о вас плохо? Как? Где взять силы? Андрей позвонил в дверь, но звонка не услышал и стал стучать по двери ногой. Сейчас обрадуется, брезгливо думал он, подумает, что я ради нее, а не из-за вещей приехал, начнет уговаривать остаться, предложит начать все сначала. «Зачем стучишь-то?» — спросила Ирина, когда открыла дверь. «Нисколько не изменилась», — думал он, глядя на нее. «Разве что еще более наглая стала. Нет, не останусь, и пусть даже не уговаривает». «Звонок почини», — грубо ответил Андрей. «Тогда и стучать не буду. Вещи мои давай». «Звонок работает, а вещи твои, вон они». Андрей нажал на кнопку. Звонок действительно работал. «А почему я не слышал? Где мои вещи?» «Двери потому что новые», — ответила Ирина. «Звукоизоляционные. Вот твои вещи. Забирай и уходи». Она показала на большой, грязный, брезентовый рюкзак, который лежал у входа. «Проверить надо», — сухо сказал Андрей. «Все ли на месте?» «Проверяй». Андрей открыл рюкзак и вывалил содержимое. На полу оказались 2 пары старых кроссовок, мыльница, зубная щетка, мочалка, фен, ручная дрель, жестяная банка с гвоздями, молоток, нижние штаны со штрипками, домашние тапки, несколько видеокассет, электробритва, кофемолка, термос и большая ракушка, которую Андрей использовал как пепельницу. «Все на месте?» — спросила Ирина, когда Андрей положил вещи обратно в рюкзак. «Фотографий не хватает», — ответил он. «Каких еще фотографий?» — не поняла Ирина. «Моих», — ответил он. «Каких же еще? Твои мне не нужны». «Я их все выкинула». «Как это?» «А вот так, сразу, как только выгнала тебя. Так сразу собрала все фотографии, на которых есть ты, разорвала и выкинула». «Зачем же ты это сделала? И свадебные тоже выкинула?» «Их в первую очередь». «Как ты посмела?» «Ехидна! Как у тебя рука поднялась! Ведь в этом доме растут мои дети. Хочешь с ними увидеться?» «Я не об этом. Причем здесь? Я о том, что они должны знать, кто их отец». «Ты хочешь, чтобы я твои фотографии в рамочках на стенах или на столах держала?» «Почему нет?» Андрей огляделся. Он только сейчас заметил, что в прихожей стало все по-другому. Был сделан ремонт, и все в ней было новое. «А ты что, ремонт сделала?» «Да». «Миленько», — подумал он. «Дорого, но со вкусом. Вот не ожидал». «Везде или только в прихожей?» «Везде». «А могу я узнать, на какие шиши ты его сделала?» «Не твое дело». Но Андрей уже ничего не слышал. Он был как в тумане и хотел только одного — посмотреть, как здесь теперь все было устроено. «Я хочу посмотреть». «Что посмотреть? Ремонт? Зачем?» «Хочу знать, в каких условиях живут мои дети». «В нормальных условиях». «А мне необходимо убедиться». «Убеждайся, только ботинки сними». Андрей ходил по квартире и недоумевал. «Как же это?» — думал он. «Почему? Так не должно быть. Это несправедливо. Что же это получается? Без меня она живет лучше, чем со мной? Так что ли? А вдруг она уже замуж вышла?» «Ты замужем?» Как бы, между прочим, поинтересовался Андрей. «Нет», — ответила Ирина. «Кто бы сомневался?»
подумал Андрей. Мог бы и не спрашивать. Кому ты нужна, мышь летучая? Работаешь? На завод устроилась. Зарплата хорошая. Андрей сморщился и посмотрел на Ирину. Ну а что, думал он, работает, ремонт в квартире сделала. Чем не вариант? А то все один и один, сколько можно? Пожалуй, вернусь к ней, а надоест, когда снова брошу. Вот здесь, на столике, пусть будет моя фотография, сказал Андрей. В следующий раз я тебе принесу несколько, выберешь. В следующий раз? Завтра. Впрочем, нет, завтра у меня дела. Послезавтра. Я возвращаюсь к тебе и к детям. С чего вдруг? А с того вдруг, потому что хватит. Нагулялась и будет. Я нагулялась. А кто? Я, что ли? А ты, значит, решил вернуться? Да, я так решил. Просишься обратно? Прошусь. Несмотря на то, что я глупая, бездарная, никому не нужная корова. Ты здесь вообще ни при чем. Я это делаю только ради наших детей. Иначе, если в доме не будет мужчины, то неизвестно, чем все это, он показал вокруг себя руками, может для них закончиться. Нет, твердо сказала Ирина, ни о каком твоем возвращении и речи быть не может. Вещи проверил и проваливай, тем более, что я замуж выхожу. Вот это новость, подумал Андрей. Замуж она выходит. Совсем рехнулась. А я? А как же наши дети? Выходит, все зря? А ты не торопишься, Ирина? Вот так вдруг и снова замуж? Не вдруг. И хватит болтать, проваливай. А как же мы? Все-таки 10 лет вместе, как-никак. Или что? Полгода прошло и все? Забыто? Вот что за чушь он городит, подумала Ирина. Он вообще соображает или нет, что говорит? Глаза Андрея были широко открыты. Его губы слегка дрожали, руки его тоже дрожали. Ирине стало немного не по себе. «А что, если у него с головой не все в порядке?» — думала она. «А я так смело с ним разговариваю. Он возьмет и набросится сейчас на меня. А что, всякое может быть. Я с ним как с нормальным, а он, может быть, уже того? Ведь неизвестно, где он все это время пропадал. Вдруг повредился рассудком. Почему нет? Ой, мама, и никого рядом. Что делать? Лучше с ним не спорить, разговаривать спокойно, наобещать с 3 короба, лишь бы он ушел. «Забыто?» — строго повторил Андрей. «Нет, конечно. Почему сразу забыто? Ничего и не забыто. Значит, любишь? По-прежнему?» «Люблю, конечно, по-прежнему». «Любишь, говоришь?» Андрей прищурился и обнажил передние зубы. «А сказала, что замуж выходишь. Соврала, что ли?» «Соврала», не моргнув, ответив Ирина. «Зачем?» «Не знаю». «А я знаю», уверенно ответил Андрей. «Хотела, чтобы я ревновал, да?» «Точно, хотела». «И у тебя это хорошо получилось», усмехнувшись, сказал Андрей. «Вот вроде ничего такого в тебе нет, а я заревновал. Извини. Ладно, проехали. Но чтобы больше такого не было. Поняла? Больше никогда. Обещаю. Это было в первый и в последний раз. Клянусь. Значит, снова вместе, да? Вместе, да. То есть ты хочешь вернуться? Я правильно поняла? Уже сегодня? Не я хочу, а так надо. Так будет лучше для нас всех. Чего непонятного? Все понятно. Я согласна. Тогда я поехал за вещами. Поезжай. А рюкзак здесь оставлю, да? Оставляй. Андрей вышел из квартиры. Ирина закрыла за ним дверь, закрыла глаза и облегченно вздохнула. А вскоре с работы вернулся ее будущий муж. Она ему все рассказала. «Этот, что ли, рюкзак?» –
спросил будущий муж. «Этот», — ответила она. Через 2 часа Андрей со всеми своими вещами и с блаженной улыбкой на счастливом лице стоял у дверей квартиры Ирины. Он нажал на кнопку звонка. Дальше все происходило как-то очень быстро. Открылась дверь, и Андрей даже не понял, как в его руках оказался рюкзак. «Придешь снова, пожалеешь», — услышал он, и дверь закрылась. Все случилось так быстро, что Андрей даже не успел разглядеть того, кто это сказал.